Что это за место? Кажется я чуждым и опасным. Приготовьтесь. Они наблюдают, но я остаюсь собой. Смотрите внимательно. Он необычный. Это только начало. Секреты ждут. Что это за планета? Почему выбрали меня? Здесь все кажется чуждым и опасным. Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Встреча, которая не должна была состояться. Никто на Земле не понимал, почему именно его выбрали. В официальных документах он значился как биологический представитель третьего уровня значимости, без имени, без биографии, без будущего. Лишь очередная строка в длинном соглашении между Землей и консорциумом внешних систем, договор, подписанный из страха, а не из равенства. Людей никто не спрашивал. Их учитывали, словно цифры. Транспортный модуль вошел в атмосферу планеты почти бесшумно. Под ним раскинулся чужой мир, вызывающий отторжение. Плотные леса с вертикально растущей листвой, густой туман с металлическим блеском городов, напоминавших не постройки, а застывшие формы живой материи. Это была планета Китара, центр матриархальной цивилизации, где власть, наука и война принадлежали женщинам, а брак давно потерял эмоциональный смысл. Когда человека вывели из модуля, он не сопротивлялся. Ни из страха, ни из слабости. Он понимал, что здесь страх – валюта, а спокойствие – оружие. Его сердце билось ровно, дыхание было устойчивым, взгляд – прямым. Он уже принял тот факт, что Земля передала его не ради выгоды, а как доказательство покорности. Он еще не знал, что на него посмотрят иначе, чем на всех остальных. Анастасия наблюдала с высоты смотровой платформы, окруженная аналитическими экранами и холодным светом биолюминесцентных панелей. Ее тело было результатом тысячелетней селекции, высокое, стройное, с кожей светлого, почти перламутрового оттенка, с чертами лица, лишенными мягкости, но точными, как сама логика. Она не имела имени в повседневной жизни, лишь титул, власть и обязанность решать судьбы миров. До этого момента она видела сотни представителей других рас. Она наблюдала, как они ломались, подстраивались, теряли индивидуальность в первые минуты прибытия. Но Иван не делал ни того, ни другого. Он не пытался казаться сильнее, не искал защиты. Он просто стоял, оценивая пространство, словно выбрав это место самостоятельно, а не доставленный сюда против воли. В сознании Анастасии впервые возникла пауза, микроскопическая трещина в идеально выстроенной логике. Алгоритмы не могли объяснить то, что она ощущала. Это не было влечением в обычном смысле. Скорее, ощущением нарушения порядка, как трещина на идеально гладкой поверхности. Она запросила его данные. Информация была скудной. Никаких выдающихся достижений, генетических улучшений или имплантов. Обычный человек – солдат запаса. Несколько дисциплинарных отметок за неподчинение приказам, которые он считал бессмысленными. Потеря семьи во время локального конфликта. Отказ от реабилитационных программ. Добровольное согласие на участие в межзвездной миссии без права возврата. Именно это привлекло ее внимание сильнее всего. Он не был принесен в жертву, он шагнул сам. Когда Ивана повели внутрь комплекса, Анастасия активировала скрытый канал наблюдения, не зарегистрированный официально. Она никогда не делала этого раньше. Инстинкт, древний и почти забытый, подсказал, этот человек не должен стать частью стандартной процедуры. В коридорах комплекса на него смотрели, без любопытства, без агрессии, оценивая потенциал. Он шел спокойно, понимая, что это место опаснее любой зоны боевых действий. Здесь не убивали сразу, здесь переписывали сущность. Анастасия наблюдала, как он реагировал на психологические тесты, отсутствие информации, тишину, намеренно затянутое ожидание. Большинство ломалось именно здесь, заполняя пустоту страхом. Он – нет. Он заполнял ее размышлением.
В ее мыслях впервые возникла мысль, почти преступная по меркам цивилизации Китары. Если такого человека не починить, его придется либо уничтожить, либо сохранить как исключение. Исключения меняют систему. История ее народа это уже доказывала, но слишком давно, чтобы помнить последствия. Когда Иван поднял взгляд, словно почувствовав наблюдение, их глаза встретились через стекло, экраны и уровни допуска. Это длилось долю секунды, но оказалось достаточно. Она не отвела взгляд первой. Он тоже. В этот миг она поняла, человек уже нарушил баланс, просто существуя здесь. И она позволила этому случиться. Его судьба перестала принадлежать Земле. Ее собственная — быть полностью под контролем системы. На Китаре хаос не существовал, все имело свое место, функцию и срок полезности. Появление Ивана вызвало цепную реакцию, которую нельзя было остановить стандартными методами. Он больше не был просто биологическим объектом, ему присвоили статус нестабильного элемента. Это означало повышенный интерес аналитических каст и в конечном итоге психонейронную переработку. Так Китара обращалась с теми, кто не вписывался. Она знала это лучше всех. С ранних циклов своего существования Анастасию воспитывали как функцию будущего стратега. Эмоции были инструментом, не причиной. Привязанность считалась дефектом, выбор – слабостью. Именно поэтому ее интерес к Ивану был угрозой. Она наблюдала, как его помещают в сектор адаптации, стерильная зона без ориентиров, свет не менялся, температура была стабильной, а тишина рассчитана на дезориентацию. Многие теряли ощущение себя через часы. Иван продержался дольше. Биоритмы выравнивались. Он не искал справедливости, не надеялся на спасение. Это делало его опасным. Совет задавал вопросы: почему он еще не переработан? Почему наблюдение продолжается? Почему объекту не назначена функция? Анастасия отвечала аккуратно: редкая адаптивная способность, ценность изучения человеческой модели мышления. Логичные аргументы без личного подтекста. Но каждый ответ приближал момент, когда ей придется принять решение. Чем дольше человек оставался собой, тем выше вероятность жесткой реакции системы. В ее цивилизации мужчины других рас использовались как рабочая сила, объект размножения или временный ресурс, но никогда как партнер. Идея союза, основанного не на иерархии, а на выборе, была забыта задолго до ее рождения. Анастасия впервые нарушила протокол и лично вошла в зону наблюдения, скрыв присутствие от системы. Она не приблизилась к Ивану, не подала сигнал, она просто находилась рядом, ощущая пространство, где он существовал. И удивительно, ее присутствие не вызывало у него тревоги. Он не знал, что она рядом, но его дыхание оставалось ровным. И тогда она поняла опасную истину: он не стремился подчинять и не подчинялся. Его нельзя было использовать как ресурс. Либо сломать, либо потерять навсегда. Ломая его, она уничтожила бы живое доказательство того, что сила может существовать без доминирования. Совет вынес предварительное решение: объект подлежал дальнейшей оценке с возможной перепрофилировкой. Это был приговор, отложенный во времени. Анастасия понимала, следующий шаг изменит все. Либо она позволит системе сделать свое дело, сохранив власть и безопасность, либо вмешается и станет тем, кем ее цивилизация презирала больше всего, тем, кто выбирает. И впервые за всю жизнь она не была уверена, что выбор правильный. Они проверяют меня, но я не боюсь. Все, что есть по Каре, это спокойствие и внимание. Анастасия знала, что следующий шаг будет необратим. Ее готовность вмешаться уже превзошла страх, теперь угроза была внутренней, исходящей не от системы, а от самого выбора, который она собиралась сделать. На Китаре не существовало понятия близости как состояния. Связи измерялись выгодой, стабильностью, продолжительностью влияния. Союзы заключались не между существами, а между функциями. Даже размножение рассматривалось как управляемый процесс, лишенный индивидуального значения. Система не запрещала чувства, она делала их ненужными.
Именно поэтому происходящее с Анастасией не имело названия. После принятого решения мир не рухнул сразу. Напротив, все выглядело пугающе нормально. Протоколы продолжали выполняться, совет функционировал, аналитические узлы работали без сбоев. Только один параметр изменился – Иван больше не был полностью доступен системе. Анастасия закрыла его не физически, а информационно. Его статус был переписан, он перестал быть объектом вмешательства и стал частью экспериментального контура с неопределенной целью. Любой запрос натыкался на логическую пустоту. Это была высшая форма защиты, не запрет, а отсутствие пути. Система приняла это как временное решение. Совет допустил риск лишь на короткий цикл. Время таяло. Иван ощущал перемены, хотя не понимал их причины. Давление, которое ранее отсутствовало, появлялось вновь, но теперь оно было направленным, как невидимая нить, связывающая его существование с чьей-то волей. Он не знал, чьей именно, но впервые позволил себе думать, что в этом мире есть что-то, не подчиняющееся общим правилам. Он не пытался искать источник защиты. Он принял ее как факт. Это поразило Анастасию сильнее всего. Она наблюдала за ним в новых условиях не как стратег, а как существо, оказавшееся на границе между тем, кем оно было, и тем, кем могло стать. Он не менялся под воздействием свободы, не стремился использовать новые возможности. Он оставался устойчивым, собранным, внутренне целостным. И именно тогда Анастасия поняла, что быть вместе в человеческом смысле значит позволить другому оставаться собой, даже если это ослабляет тебя. Для Китары это было немыслимо. Каждое новое действие Анастасии фиксировалось, анализировалось. Совет выстраивал альтернативные сценарии, где ее роль постепенно уменьшалась. Система готовилась к корректировке, но не объявляла об этом открыто. Ее власть таяла не из-за ошибки, а потому, что она перестала быть полностью предсказуемой. Она могла вернуть Ивана в контур переработки и объяснить вмешательство ошибкой оценки, система приняла бы это, порядок был бы восстановлен. Но она поняла, тогда она потеряла бы не человека, а понимание того, кем может быть. Анастасия впервые позволила себе рассматривать союз не как договор и не как доминирование, а как совместное существование двух воль. Это было страшно. Уязвимо. Но именно в этой уязвимости она ощущала настоящую силу, ту, что не требует подтверждения. Иван стал для нее не целью и не спасением. Он стал точкой отсчета. Рядом с ним она видела себя без титула, без функций, без ожиданий системы. И эта версия себя не казалась пустой. Человек начал ощущать изменения в окружающем пространстве. Оно стало плотнее, менее нейтральным. Давление, ранее отсутствовавшее, возвращалось, но теперь оно было направленным. Его тело реагировало спокойно, сознание фиксировало сужение возможностей. Он понимал, фаза наблюдения заканчивается. Он не ожидал спасения, не искал вмешательства. Он принимал происходящее как еще одну реальность, с которой придется иметь дело. Это делало возможное вмешательство Анастасии не актом благодарности, а актом выбора. Совет наблюдал за Анастасией внимательнее. Она знала, что если ее мотивы станут очевидны, она перейдет в категорию отклонения. Стратег, утративший объективность, подлежал коррекции, как и любой другой элемент системы. История Китары знала такие случаи, и она знала, чем они заканчивались. Тем временем Иван жил своей реальностью. Он не пытался исследовать пределы дозволенного, не искал контакта, не пытался бежать. Он просто существовал, и это нарушало привычную для системы модель поведения. Существа Китары не понимали свободы без демонстрации силы. Ее наблюдатели раздражались сильнее любого сопротивления. Притяжение между ними было невидимым, без формы, но ощутимым. Оно не выражалось в взглядах или прикосновениях. Оно жило в паузах, в расстоянии, которое не сокращалось, но и не увеличивалось. Анастасия ловила себя на том, что соотносит свои решения с его присутствием, не спрашивая разрешения, не ожидая ответа, просто учитывая его как фактор. Это было опасно.
Система заметила отклонение. В отчетах появилось слово «задержка». В прогнозах – непредсказуемость. Другие представители власти начали анализировать не Ивана, а Анастасию. Это было недопустимо. Наблюдатель не имеет права становиться частью эксперимента. Она ощутила давление, косвенные проверки, ограничение доступа к данным, тесты на когнитивную устойчивость. Все это было знакомо. Так система предупреждала: шаг в сторону, и последует коррекция. Но именно в этот момент Анастасия поняла, что он не привязывается к ней. Он не ищет защиты, не ждет спасения, не стремится занять место рядом с властью. Он остается собой независимо от ее внимания. Его ценность не зависит от признания другими. Это редчайшее качество делало его неприемлемым для Китары. Она осознала, ее интерес к нему не слабость, а реакция на то, чего самой системе не хватает – способность существовать без постоянного подтверждения собственной значимости. Притяжение возникало не из желания обладать, а из стремления понять, что значит быть рядом с тем, кто ничего не требует взамен. И тогда впервые пришла мысль, от которой внутри возник холод: если система устранит Ивана, порядок сохранится. Если она сохранит его, порядок будет нарушен. Но в этом нарушении было больше жизни, чем в тысячах лет стабильности. С этого момента наблюдение перестало быть односторонним. Она больше не смотрела на него как на объект. Она ощущала его присутствие как вызов не власти, а собственным убеждениям. Притяжение между ними стало точкой, где могла начаться новая история. История, которую система Китары не умела предсказывать. Это место не похоже на войну. Здесь другая опасность, и я должен оставаться собой. Анастасия ощущала каждое движение Ивана в пространстве, словно его присутствие влияло на саму структуру комплекса. Она понимала, что каждый его жест, каждая пауза, каждая реакция фиксируется системой как аномалия, хотя для Ивана это было естественно просто существовать. Он не стремился к власти, не пытался контролировать окружающее, не искал одобрения. И именно это делало его нестабильным элементом, опасным для всего порядка, который Китара выстраивала тысячелетиями. Совет заметил изменения. Сначала это были неофициальные сигналы, дополнительные запросы к ее аналитическим отчетам, косвенные проверки, скрытые наблюдения за ее действиями. Но со временем давление усилилось. Она могла почувствовать, как границы доступа сужаются, каналы влияния перекрываются. Все это система делала без спешки, но с абсолютной точностью. Каждый ее шаг фиксировался, каждое решение анализировалось как возможная угроза стабильности. Иван продолжал оставаться собой. Он не искал защиты, не сопротивлялся, не пытался подчиняться. Его присутствие оказывало влияние на тех, кто находился рядом. Даже те, кто выполнял строгие инструкции, начинали проявлять непредсказуемость, повторяя реакции, которых система не могла предсказать. Для Китары это было недопустимо. Анастасия поняла, что система воспринимает Ивана не как объект, а как параметр, который невозможно удалить без разрушения всей модели. Он стал точкой отсчета, живым доказательством того, что союз может существовать без доминирования. Его статус окончательно изменился. Он больше не принадлежал ни Земле, ни Китаре полностью. Он стал символом баланса, не угрожающего системе напрямую, но меняющего ее изнутри. Ее личная вовлеченность становилась все более явной. Она начала использовать древние протоколы, которые давно не применялись. Эти протоколы позволяли изменять базовые алгоритмы контроля системы, создавая новые условия для аномальных ситуаций. Анастасия понимала риск. Вмешательство могло привести к катастрофе и поставить под угрозу ее собственное положение, но другого пути не было. Либо она позволяла системе сделать свое дело и сохраняла власть, либо действовала и становилась тем, кем выбрала быть. С каждым новым циклом наблюдения она отмечала необычное. Иван не стремился использовать предоставленные возможности, он не менялся под воздействием свободы, оставаясь целостным. И это разрушало привычную для нее модель взаимодействия с объектами. Существа Китары привыкли видеть реакции на стимулы, борьбу за ресурсы, подчинение или сопротивление.
Иван нарушал все эти ожидания, существуя в промежутке между категориями. Притяжение между ними росло, но оно не выражалось в словах или действиях. Оно проявлялось в моменте молчания, в отсутствии давления, в том, что она ощущала его присутствие, учитывая его как фактор, без просьбы или согласия. Это было опасно. Протоколы не допускали такого взаимодействия. Наблюдатель не должен был становиться частью эксперимента. Совет фиксировал необратимые расхождения в цепочках принятия решений. Аномалия уже не объяснялась временным экспериментом или стратегическим маневром. Присутствие Ивана влияло не только на локальные процессы, но и на поведение высших каст. Это считалось угрозой, и было принято решение устранить нестабильность. Под нестабильностью теперь понимались оба, и объект, и наблюдатель, вовлеченные в несанкционированное взаимодействие. Анастасия почувствовала страх впервые в жизни. Но это был не страх за себя, а за Ивана. Он стал для нее не просто объектом изучения, а существом, чье присутствие оказывало глубокое влияние на ее восприятие. Она понимала, что любое вмешательство системы могло уничтожить его, но оставлять его без защиты тоже было опасно. Она искала способ сохранить его целостность, не разрушая порядок полностью. Используя древние протоколы, Анастасия создала особую информационную оболочку, изолировав Ивана от прямого контроля системы. Его биологический статус и данные о психологии были переписаны таким образом, что система больше не могла использовать стандартные методы переработки. Он перестал быть объектом для нейронной коррекции, переписывания поведения или ликвидации. Теперь он существовал в зоне неопределенного влияния, безопасной, но непредсказуемой для системы. Иван чувствовал перемены, но не понимал их природы. Давление исчезло так же внезапно, как появилось. Пространство снова стало нейтральным, но теперь оно имело направленность, словно невидимая нить соединяла его существование с волей кого-то сильного и осознанного. Он не пытался искать источник этой защиты, принимая ее как факт. Это поразило Анастасию. Он не требовал и не обещал ничего, просто был. И именно это делало его уникальным. Система сопротивлялась, но алгоритмы начали перестраиваться. Структуры влияния сдвигались, привычные иерархии разрушались, локальные конфликты возникали среди членов Совета. Некоторые пытались использовать силу, чтобы восстановить порядок, но алгоритмы уже не поддерживали однозначное доминирование. Понятие устойчивости изменилось. Теперь устойчивым считалось то, что сохраняет целостность при взаимодействии, а не то, что подчиняется. Анастасия поняла цену своего выбора. Она потеряла часть власти, титулы перестали иметь прежнее значение, ее имя исчезло из официальных хроник, оставшись лишь в закрытых архивах. Формально она перестала быть тем, кем была создана, но впервые это не воспринималось как потеря. Она начала осознавать истинное значение свободы и выбора. Иван не стал героем, не стал правителем и не превратился в символ победы. Он остался собой. И именно этого было достаточно. Их союз не стал торжеством, не превратился в легенду. Он был тихим, напряженным, полным неопределенности, но существовал. И существовал не вопреки системе, а внутри новой реальности, которую система была вынуждена принять. Эта новая реальность изменила Китару сильнее, чем любые войны. История не закончилась. Она просто перешла в фазу, где будущее больше не определялось заранее, где выбор стал возможен, где сила перестала быть синонимом контроля. Два существа из разных миров впервые показали, что самая опасная форма союза – та, что основана не на подчинении, а на взаимном признании. И что любовь может быть фактором эволюции, а не слабостью. Он необычный. Его присутствие меняет все. Система не готова к этому. Анастасия знала, что любое промедление опасно. Система Китары не терпела неопределенности слишком долго. Она могла исправить отклонение силой, и тогда все, что она создала для защиты Ивана, исчезло бы в одно мгновение. Она ощутила на себе давление, не физическое, но почти осязаемое, косвенные ограничения доступа к данным, скрытые проверки и повторные запросы аналитической информации. Все это предупреждало,
шаг в сторону, и последствия будут. Но теперь Анастасия действовала иначе, осторожно, но целенаправленно, учитывая каждое действие и каждую реакцию системы. Иван же продолжал оставаться самим собой. Он не пытался использовать предоставленную свободу, не подчинялся и не сопротивлялся. Он существовал вне привычных категорий, вызывая необычные реакции у окружающих. Существа Китары, привыкшие к контролю и доминированию, наблюдали за его поведением с растущим раздражением и непониманием. Его спокойствие и внутренняя устойчивость разрушали привычные модели взаимодействия, которые система считала нормальными. Притяжение между Анастасией и Иваном росло, но оно оставалось невидимым и нематериальным. Оно проявлялось в паузах, в моментах тишины, в том, как Анастасия учитывала его присутствие при принятии решений без просьб и без согласия. Это было опасно для нее. Протоколы не допускали такого вмешательства, но она впервые позволила себе действовать вне правил, руководствуясь личным пониманием. Она осознавала, что любое ее решение может быть расценено как отклонение и приведет к санкциям, но другой дороги не было. Система постепенно начинала воспринимать Ивана не как объект, а как фактор, который невозможно устранить без разрушения модели управления. Его присутствие влияло на поведение высших каст, на психологические реакции наблюдателей и на стабильность протоколов. Это делало его неприемлемым элементом с точки зрения системы, и было принято решение устранить нестабильность полностью. Под нестабильностью теперь понимались оба, и Иван, и Анастасия, которая позволила себе вмешательство. Анастасия впервые ощутила страх не за себя, а за Ивана. Он стал для нее не просто объектом наблюдения, а существом, чье присутствие влияло на ее восприятие и решение. Она понимала, система способна уничтожить его мгновенно, но оставлять без защиты тоже опасно. Внутри нее возникла необходимость создать пространство, где он мог бы существовать целостным, не разрушая порядок, но оставаясь непредсказуемым для системы. Используя давно неактивные протоколы, Анастасия создала информационную и психологическую оболочку вокруг Ивана. Его данные были переписаны так, чтобы система больше не могла применять стандартные методы коррекции, нейронная переработка, переписывание поведения или ликвидация. Иван перестал быть объектом. Он существовал в зоне неопределенного влияния, безопасной, но нестабильной для алгоритмов Китары. Иван ощущал перемены в пространстве вокруг себя. Давление исчезло так же внезапно, как и появилось. Пространство снова стало нейтральным, но с явной направленностью, как невидимая нить соединяла его существование с чьей-то волей. Он не пытался понять, чья это воля, он просто принял ее как факт. Это поразило Анастасию. Он ничего не требовал, ничего не обещал, просто существовал. И именно это делало его уникальным, создавая новую динамику между ними. Система начала сопротивляться, но алгоритмы перестраивались. Старые структуры влияния рушились, привычные иерархии давали сбой, локальные конфликты возникали среди членов Совета. Некоторые пытались использовать силу, чтобы восстановить порядок, но алгоритмы больше не поддерживали прямое доминирование. Понятие устойчивости изменилось, устойчивым теперь считалось то, что сохраняет целостность при взаимодействии, а не то, что подчиняется. Анастасия осознала цену выбора, который она сделала. Она потеряла часть власти, титулы перестали иметь прежнее значение. Ее имя исчезло из официальных хроник, оставшись лишь в закрытых архивах. Формально она больше не была тем, кем ее создали, но впервые это не воспринималось как утрата. Она начала понимать истинное значение свободы и выбора, осознавая, что союз с Иваном существует не ради силы, а ради возможности быть рядом, сохраняя индивидуальность. Иван не стал героем, не стал правителем и не превратился в символ победы. Он остался собой. И этого оказалось достаточно. Их союз не был триумфом и не стал легендой. Он был тихим, напряженным, полным неопределенности, но существовал. И существовал не вопреки системе, а внутри новой реальности, которую система была вынуждена принять. Эта новая реальность изменила Китару сильнее, чем любые войны. История не закончилась. Она перешла в фазу, где будущее больше не определялось заранее, где выбор стал возможен, где сила перестала быть синонимом контроля.
Два существа из разных миров впервые показали, что союз может существовать не через подчинение, а через взаимное признание. И что любовь не слабость, а фактор эволюции. Анастасия чувствовала, что следующий шаг либо закрепит этот путь, либо уничтожит его окончательно. Отступать уже было невозможно. Она знала, что система Китары не привыкла к таким ситуациям и что любая ошибка может стоить жизни обоим. И все же она сделала свой выбор. Система фиксировала необратимые расхождения в решениях Совета. Присутствие Ивана влияло не только на локальные процессы, но и на поведение высших каст. Это было недопустимо с точки зрения старых правил. Но алгоритмы уже не имели готовых решений. Любое вмешательство могло привести к разрушению привычной модели, а значит, контроль больше не был абсолютным. Анастасия понимала, что сила теперь не в подчинении, а в возможности сохранять целостность в хаосе. Иван стал не объектом, а параметром, вокруг которого строилась новая реальность. Любая попытка уничтожить его могла разрушить всю модель. Он больше не принадлежал ни Земле, ни Китаре полностью, он стал символом нового порядка, где контроль и свобода сосуществуют в непривычном балансе. Мы сделали выбор. И теперь начинается новая история. Система должна принять это. Анастасия понимала, что любое промедление теперь невозможно. Система постепенно адаптировалась к присутствию Ивана, но оставалась напряженной, следя за каждым шагом и реакцией обоих. В этом новом пространстве неопределенности она чувствовала себя уязвимой, но в то же время сильной. Сила заключалась не в контроле, а в способности позволить другому существовать самостоятельно, без необходимости подчиняться или доказывать свою значимость. Иван по-прежнему оставался самим собой. Он не пытался использовать предоставленную свободу, не искал защиты и не стремился к власти. Его внутренняя устойчивость и спокойствие разрушали привычные модели поведения, которые система считала нормальными. Каждое его действие, каждое движение фиксировалось алгоритмами Китары как аномалия, но эта аномалия уже больше не воспринималась как угроза. Она становилась фактором новой реальности. Анастасия использовала древние протоколы для поддержания нестабильного баланса. Она создала защитную оболочку вокруг Ивана, переписав его статус так, чтобы система больше не могла применять стандартные методы контроля. Нейронная коррекция, переписывание поведения, ликвидация – все это больше не имело к нему доступа. Он перестал быть объектом вмешательства и стал самостоятельным параметром новой модели. Совет пытался восстановить порядок. Алгоритмы сдвигали приоритеты, меняли протоколы, вводили проверки. Но больше ничего не действовало, потому что Иван не реагировал как другие. Он существовал между категориями, нарушая привычные схемы, и это делало его уникальным. Он стал тем фактором, который невозможно было удалить без разрушения всей системы. Анастасия наблюдала за ним каждый день. Притяжение между ними росло, хотя оно не выражалось в словах или прикосновениях. Оно проявлялось в том, как она учитывала его присутствие в своих решениях, как реагировала на его молчание, как ощущала его спокойствие и внутреннюю целостность. Он был не целью и не спасением, он был точкой отсчета, вокруг которой строилась новая реальность. В этот момент Анастасия поняла, что союз с Иваном – это не соглашение, не контракт и не иерархия. Это было совместное существование двух воль, двух сознаний, способных сохранять свою идентичность. Она позволяла ему оставаться собой, и он позволял ей быть собой. И это было непривычно для Китары. Система никогда раньше не сталкивалась с таким союзом, который не подчинялся правилам, но существовал внутри них. Давление постепенно уменьшилось. Система больше не пыталась разрушить Ивана или вмешаться напрямую. Алгоритмы начали перестраиваться, создавая новые условия, в которых его существование было безопасным, но оставалось непредсказуемым для обычного анализа. Стабильность теперь измерялась не подчинением, а сохранением целостности при взаимодействии. Совет принимал отчеты о происходящем с тревогой, но ничего не мог исправить. Привычные меры больше не работали. Анастасия потеряла часть власти, титулы перестали иметь прежнее значение. Но впервые это не воспринималось как утрата. Она обрела понимание истинной силы,
способность действовать, принимая последствия, без необходимости подтверждать свою значимость перед системой. Иван продолжал оставаться собой. Он не стал героем, правителем или символом победы. Он был просто человеком, способным существовать независимо. И этого оказалось достаточно. Их союз не стал легендой или торжеством, он был тихим, напряженным, полным неопределенности, но существовал. И существовал не вопреки системе, а внутри новой реальности, которую система была вынуждена принять. Эта реальность изменила Китару глубже, чем любые войны. Алгоритмы больше не считали порядок абсолютным. Они начали учитывать, что устойчивость может существовать без постоянного контроля. Два существа из разных миров впервые показали, что союз может быть основан не на подчинении, а на взаимном признании. Любовь перестала быть слабостью, она стала фактором эволюции. Анастасия и Иван постепенно привыкли к новой динамике. Они не нуждались в словах, чтобы понимать друг друга. Пространство между ними было одновременно границей и связью, моментом независимости и совместного существования. Каждый из них сохранял свою идентичность, и именно это делало их союз прочным. Система больше не могла полностью контролировать ни их, ни последствия их взаимодействия. Алгоритмы перестраивались, создавая новые условия, но теперь они учитывали возможность существования индивидуальности и совместной автономии. Порядок изменился, больше не подчинение, а баланс, больше не доминирование, а взаимное признание. Анастасия впервые позволила себе ощутить настоящую свободу выбора. Она могла быть стратегом, советником, частью системы, но теперь она также могла быть собой, человеком, способным действовать вне правил ради настоящего момента. Иван стал точкой опоры, позволяющей ей сохранять целостность, не теряя себя. История не закончилась. Она просто перешла в новую фазу, где будущее больше не определялось заранее. Выбор стал возможен, сила перестала быть синонимом контроля, а союз двух существ из разных миров показал, что истинная устойчивость – это способность существовать вместе, не разрушая друг друга. Китара впервые столкнулась с тем, что любовь может быть фактором эволюции, а не слабостью. Система приняла эту новую реальность, адаптировалась и начала интегрировать элемент неопределенности как часть модели. И хотя последствия этого шуга еще полностью не осознавались, изменения уже происходили. Мир Китары никогда не будет прежним. Анастасия и Иван стояли рядом, осознавая силу выбора, осознавая уникальность момента. Их союз не был триумфом или законом, но он существовал. И этого оказалось достаточно, чтобы открыть новую эру для обоих миров. История Китары и Земли продолжалась, но уже с другим пониманием силы, свободы и взаимного признания.